Ну вот карман мы зарисовали, и не забываем, что карман у нас идет с прибавкой на соединение в области борта. Вот, получается, что здесь у меня будет срез. И вот это вот место я оставила на воротник. Воротник я пока кроить не буду, потому что я все-таки, как сказать, сначала срежу детали и раскрою потом по измерениям воротник. А вот это место у меня осталось на обтачку капюшона. На подборд у меня не хватило ткани, получается, подборд я буду кроить из другого куска. Ну вот, начинаем мы срезать. И не забываем, что эти все детали у нас без учета припуска на швы. Получается так, что я сейчас прибавляю сразу сантиметр на швы. Вот. А почему сантиметр? Прибавляем сразу на шов 0,7. Ширина верлоката у меня 0,7, 0,6, 0,7 и никак не сантиметр. Контрольную точку середины горловины, небольшую, не глубокую, а на отсечку. Прям 0,2, 0,3, прям маленькую-маленькую. Делаем на отсечку и по низу это будет у нас середина спинки. Дальше все подетально. Остальные детали то же самое по контуру. Кстати, на обтачивании горловины сантиметр. Обязательно переносим рассечку 0,2-0,3 линии плечевого шва. Не забываем. И самое основное — это полочка. Понятно, по всем срезам этим все как обычно. А не забываем, для линии для притачивания молнии мы прибавляем сантиметр или 1,5. Ну, можно где-то серединку 1,2. Не забываем про контрольные натсечки. Натсечки делаем не глубокие, 0,2-0,3. Это высшая точка охвата и означающая, что это вперед. Вот это вот у нас получается остается на воротник. Воротник мы будем кроить потом, пока я это уберу. Но обтачку капюшона мы зарисуем сейчас. Получается, что нам нужно раскроить обтачку капюшона. Обычно ширина обтачки, самый оптимальный вариант, это где-то сантиметров 6-7. Исходя из того, что у нас, получается, возьмется сантиметровый шов обтачивания и где-то сантиметра 3 отделочная строчка. Ну, давайте сделаем 7 сантиметров. Вот. Получается, что мы сделаем вот так.
Прям нарисую я прям здесь, прям на этом капюшоне 7 сантиметров. И прям от среза, вот я ее прям вот так вот от среза замелую. Получается, у нас вот это будет обтачка. Мы просто берем, укладываем, конечно, соблюдая нить основы. Зарисовываем по срезу капюшона и вот. И уже отсюда 7 сантиметров. Все. Таим обтачку. Обтачку мы раскроили, и теперь мы будем выкраивать капюшон, подкладку капюшона за минусом обтачки из кулирки. Вот теперь мы должны раскроить подкладку из кулирки. Я взяла кулирку, и сейчас обычную белую кулирку, без лайкры. И сейчас мне нужно раскроить подкладку за минусом обтачки. Получается, я должна сейчас зарисовать, также зарисовать по выкроенному капюшону деталь капюшона, основную часть. И важно знать, что нам нужно обязательно отметить линию прикладывания обтачки. И вот сейчас очень такой важный момент, что вот у нас обтачка, срез обтачки. Вот здесь вот у нас будет шов соединения обтачки с подкладкой. Значит, получается, вот здесь вот у нас должен быть срез. То есть мы же сантиметровым швом шьем. Вот, и получается у нас вот это вот будет с опережения обтачки и подкладки. Получается, что мы должны от срезанной нашей обтачки прибавить 2 сантиметра. Вот я сейчас наложила, специально нарисовала по контуру, чтобы нам приложить обтачку. И сейчас, получается, я могу смело убрать сам капюшон. Но я не буду убирать, а сделаю вот так вот. За минусом сантиметр от среза обтачки. Вот она, линия наша. И так дальше. За минусом сантиметра. Вот она. Получается, вот мы зарисовали. Это идет за минусом сантиметра. Но срезать мы будем, добавляя к нему припуск на шов. Сейчас я срежу и попонятнее покажу еще. Вот, получается, вот наша обтачка наложена на сам капюшон. И вот получается, мы вот так вот, уберу сейчас вот эти вот. И вот получается, мы вот здесь вот, у нас вот здесь вот шов возьмется, обтачается. И вот здесь вот у нас, получается, будет шов. А нам нужен еще на срез.
И вот смотрите, то, что мы сейчас соединим, вот это вот. И вот оно получается, что как будто бы сантиметровый шов. Вот то, что мы рассчитали. И от среза обтачки на подкладку прибавили 2 сантиметра в сторону лицевого выреза. Вообще, я бы еще, знаете, что сделала? Я бы еще сделала чуть-чуть подкладку, сделала по срезу капюшона. Немножко поменьше, потому что капюшон сам должен быть, подкладка капюшона должна быть меньше. Вот что у нас получилось. Сейчас я уложу заново. Вот капюшон. Вот обтачка капюшона. И вот подкладка. И вот получается, мы ее вот так вот соединим. И как раз у нас будет то, что мы хотели, то, что мы хотим. Вот. И как раз у нас будет та ширина и длина, которая нам нужна на срезе подкладки. Ну все, подкладка готовая, капюшона можно будет шить.